И всех приветствую, друзья! Наконец-таки началось КВК. Это уже четвертое КВК в сезоне завоеваний. КВК, как вы видите, нового формата, а именно приливы войны. И в этом видео поговорим о моей подготовке к этому КВК и о моих планах. Также поговорим о Королевстве 3566, что оно сейчас из себя представляет и готово ли оно к данному КВК. Начнем мы сначала говорить о моем королевстве, потом перейдем уже к моим личным планам и к моей подготовке. И начнем мы с миграции в 3566. В целом миграция прошла хорошо, даже несмотря на то, сколько игроков улетело с прошлого КВК, мы все же смогли восполнить все потери и по мощи просели не так сильно. Всех новых игроков я вам показываю на экране, как мы видим, аккаунты достаточно хороши. Да, они не представляют из себя что-то сверхъестественное, по максимальным тяжам за КВК можно сказать, что по большей части это аккаунты free-to-play и лоу-спендеров. Мое КД это КД СИДБ, мы такая средненькая бэшка, и поэтому такие игроки, как новые мигранты, очень даже нам подходят. По рейтингу, рейтинг нам может показать следующее, это мощь Альянса, находимся мы на 15 позиции, мы уже на карте КВК, и у нас 6, почти 7 лярдов мощи. В принципе, для КД СИДБ это хороший результат. Убийство Альянса, мы находимся на 14 позиции и имеем 200 лярдов КП. По Альянсу мощь 7 лярдов, уровень подарка 27 уровень подарка, он не изменился с прошлого КВК. Идем медленно, но уверенно к 28-му. По донату, в принципе, такой средненький донат. Золотые залетают, но не так часто. В основном 30-40 за день это деревянные или же серебряные сундуки. Готовность наших игроков к боям, в принципе, находится на среднем, даже выше уровня, потому что, как вы помните, прошлое КВК оставило нас без Королевской земли. И, в принципе, до Королевской земли я не видел никаких сообщений помощи по ресурсам, поэтому можно сказать, что игроки в целом оставили хорошее количество ресурсов, у них осталось хорошее количество ускорений, поэтому на это КВК мы подготовились еще лучше. В целом я сужу по себе, да, я не супер-мега активный игрок этого королевства, но, в принципе, отвоевал достаточно хорошее количество времени на одну зону 4 часа, и в целом после КВК у меня осталось хорошее количество ресурсов и ускорений. По ускорению могу даже сказать, что ушел не больше в минус, а наоборот в плюс. И в сезоне подготовки получилось набрать хорошее количество ускорений. К тому же наши игроки еще и донатят, как я уже сказал, 30-40 сундуков прилетает, а это значит, что прирост ускорений у них идет немного больше, поэтому можно с уверенностью сказать, что количество ускорений у наших игроков не меньше, чем у меня, а возможно даже и больше. И теперь переходим к моей личной подготовке к этому КВК и к моим планам. Под словом подготовка я имею в виду, как хорошо я подготовился по части ресурсов, по части ускорений и по части войск. И по плану это то, сколько я планирую набить на это КВК и какие мои, в принципе, предположения на то, сколько смогут набить те или иные мои марши. А их, я уже напоминаю, у меня целых 3. И начнем мы с ресурсов, ускорений и войск. Как видите, по ресурсам все более-менее хорошо. 1,5 лярда еды, 500 миллионов дерева и 1,5 лярда камня, почти 1,5 лярда золота. И самый главный вопрос, а хватит ли мне этих ресурсов на все КВК? Посмотрев то, сколько ресурсов я потратил за прошлое КВК, можно сказать, что этих ресурсов мне, скорее всего, не хватит, потому что за прошлое КВК, без учета Королевской земли, я потратил 1,5 лярда еды, лярд камня и 600 миллионов золота. Но если же брать в учет Королевскую землю, то можно сказать, что за КВК у меня бы ушло лярд примерно золота, 1,5 лярда камня и 2 лярда еды. В принципе, по золоту мне должно хватить на все КВК, 1,5 лярда почти у меня есть. И даже без этого у меня на фермах есть еще золото. Я не все вытащил со своих ферм, поэтому по золоту можно немного не переживать. По камню я полностью не переживаю, потому что у меня на фермах также есть камень, я его не полностью опять же вытащил. И как вы видите, 1,5 лярда камня уже у меня имеется, поэтому этого должно хватить на все КВК. В принципе, если КВК выйдет более-менее таким боевым. И вот за что стоит переживать, это, конечно, за еду. 2 лярда. Ну, в принципе, до Королевской земли, если потратится вся еда, то на моих фермах есть еда. Я, опять же, не все вытаскиваю со своих ферм. Плюс еще у меня в сумке куча ресурсов, но это на крайний случай. А так, на моих фермах есть ресурс еды, поэтому
поэтому можно будет просто его перекинуть, когда настанет королевская земля. Я думаю, к королевской земле у меня как раз таки все эти ресурсы и закончатся, если КВК выйдет реально очень боевым. А так, по ресурсам, в принципе, проблем никаких нет. Есть сумка на фермах, есть фермы, и, в принципе, все хорошо. По ускорению все так же хорошо. 471 день универсальных, 38 дней исцеления. Прибавляем 500 дней ускорения я могу потратить на войну. За прошлый КВК, как я помню, потратил 200 дней или 250, это без учета королевской земли, но с учетом, возьмем самый верхний предел, в 300 дней ускорений, даже так должно хватить. И к тому же еще не вскрывал сундуки снабжения, берег, копил на этот момент, поэтому в этом видео мы все эти сундуки вскроем, посмотрим, сколько ускорений выпадет с этого количества сундуков. И давайте же откроем эти сундуки прямо сейчас и посмотрим, сколько ускорений выпадет с этого количества сундуков, но перед этим небольшое отступление. Хочу поблагодарить своего друга в этом КД, а именно мистера Бэда. Вы, возможно, уже не раз слышали данное имя у меня на канале, так как мистер Бэд довольно часто фигурировал на моем канале. Это и ковчег Осириса на его аккаунте, это всевозможные тесты и КВК. Мистеру Бэду огромное спасибо, так как он помог мне с мародерами тем, что подарил мне расписку на $9, и я смог взять поставку самоцветов. И бить мародеров стало еще легче, буквально за пару часов. Без моего внимания и вмешательства я смог слить 30-40 тысяч ОД и набить такое количество сундуков. Если моя жизнь понадобится, защитить тебя я отдам ее. Сказать честно, распиской я пользовался в первый раз на своем аккаунте, это что-то новое и интересное для меня, поэтому мистеру Бэду огромное спасибо, и, конечно, не просто так мне была подарена данная расписка, а за помощь с ресурсами, но, как мне кажется, обмен был неравноценным, все же, с одной стороны, $9, целых $9, а с другой стороны, около 2,5-3 миллиарда ресурсов, поэтому мистеру Бэду еще раз большое спасибо, без его помощи, я думаю, возможно, не смог бы накопить данное количество сундуков. Точнее, смог бы, но это было так тяжело и очень нелегко. А так просто на лайте залетело данное количество сундуков. И давайте же откроем их прямо сейчас. Не будем открывать по чуть-чуть, откроем сразу все. Использовать. И смотрим, что самое важное для меня. Да, в принципе, все, абсолютно все. И гемы, и ресурсы, и ускорение. Ну, по большей части, конечно, ускорение. Но также могу подметить, что для меня сейчас очень важно и материалы, а особенно железо. Это мы с вами все немножечко прокрутим. В принципе, 5 дней, 24 часа уже хорошо. 5 дней трехдневных уже хорошо. 3-часовых 48. Дальше идем, ну, гемчики. 15 8-часовых, просто прекрасно. Железная руда, элитная 5 штук, это прекрасно, это хорошо. Звезды, сундуки, опять же, ресурсы и вроде бы все, да. Это все дело я посчитаю и где-нибудь здесь сбоку выставлю все параметры, чего, сколько мне выпало ресурсов, ускорений и так далее. По войскам имею следующую картину. По Т5 коням все хорошо, на 2 полных отряда хватает, с учетом расшира и КВК. А вот пехоты не хватает. Точнее, к первым боям на 4-х проходах, возможно, и будет полный отряд. Но чем дальше, тем больше юнитов в отряде становится, поэтому доходит до 400 тысяч в отряде, поэтому не хватает еще 50 тысяч. Ну, как бы 80% отряд будет состоять из Т5, это уже хорошо. И переходим к самому интересному и самому главному, а именно к связкам и командирам. Самая первая и самая сильная моя связка на аккаунте — это Артур и Ахиллес. С таким вот снаряжением и с таким вот вооружением. По вооружению есть изменения, добавилось еще одно посвящение, достаточно хорошее. По снаряжению изменений нет, в остальном все то же самое. Второй отряд Хо с Жанкой. В Жанке поменялись навыки, точнее улучшились. Стало она у меня теперь 5-5-5-3. Хотел я, чтобы было 5-5-4-4, но как бы ладно. В Хо ничего не поменялось, в снаряжении не поменялось. Поменялось, есть изменения в вооружении. Добавилось еще одно посвящение и очень даже приличное, существенное, можно сказать, это прирост к навыку. Как мы знаем, кавалерия на навыки уже умирает, поэтому Хо нужно, чтобы у него были все различные бонусы, хорошее снаряжение и так далее, чтобы он делал отчеты хотя бы 1 к 1, поэтому еще одно посвящение не будет лишним, тем более вот такое вот
хорошее. Ну и третий марш, самый такой интересный в плане командиров, а именно Сюнзы. Экспертный, кстати, я замечу, я его сделал наконец-таки экспертом, точнее уже давно сделал его экспертным, еще до КВК. И недокачанные бойцы, он у меня, скорее всего, будет 5-1-1-1, сейчас он у меня 4-1-1, но сейчас я жду рулетки на данного командира. И как я выяснил, все-таки придется вкладывать в него универсальные скульптуры, потому что колесо фортуны будет только 10 марта, а первые бои начнутся вот буквально через 10 дней. Поэтому все-таки нужно будет его сделать хотя бы 5-1-1-1, чтобы он делал хоть что-то. По Сюнзы скажу следующее, не нарадуюсь я, что у меня появился еще один экспертный командир на аккаунте, тем более такой вот новейший, сильнейший, ну сильнейший я перегну, но один из самых сильных командиров на данный момент в игре, поэтому надеюсь он своей экспертизы будет вывозить всю связку. По снаряжению могу сказать следующее, хорошо, что я взял именно КВК шлем, потому что других альтернатив просто нету ни в эпическом, ни в синем, там все идет на атаку, поэтому нужно брать сразу же либо КВКшную, либо же с яйца. Я взял КВК и не пожалел об этом, сковал и плюс 15% к защите, это приятно. Ну и куда же без сета ветра и синего щита. Также у меня в планах есть заменить нагрудник на легендарный, у меня уже есть полный чертеж, нет только материалов, и поэтому коплю материалы, надеюсь смогу скопить и сковать хотя бы к королевской земле, но это мы уже посмотрим в дальнейшем. И раз мы говорим о командирах и связках, давайте поговорим и о КП и тяжи. Планирую я закрыть наконец-таки 500 миллионов КП на этом КВК, а это чуть больше 10 миллионов тяжей. И каковы мои ожидания от моих маршей. Артур Ахиллес на прошлом КВК сделал 2 миллиона 300, на этом КВК, если мы дойдем, конечно, до королевской земли, о чем я очень надеюсь, то возможно этот марш сможет сделать 2,5-3 миллиона тяжей. Хожанка на прошлом КВК сделали на 500 тысяч меньше, соответственно, и на этом КВК можно ожидать похожие результаты в 2-2,5 миллиона тяжей. И третий самый интересный марш это Сунь бойцы, либо же Сунь Мартел. Возможно будет на том же уровне, что и Хон, но это маловероятно. Логично предполагать, что этот марш, как и в случае второго марша, сделает на 500 тысяч меньше, соответственно, это 1,5-2 миллиона тяжей. И итог такой, возможный новый рекорд в 7,5 миллионов тяжей, и как раз нам руководство уже скинуло тот минимум, который мне нужно будет сделать, а это как раз таки 7 миллионов тяжей. Как все хорошо совпало, поэтому буду, конечно, стремиться сделать намного больше, но, как говорится, целься в солнце, а попадешь в луну, поэтому, возможно, будет рекорд новый в 7,5 миллионов тяжей. Почему Мартел? Потому что этот командир достаточно хорош, как затычка, он у меня прокачан на 5-4-1-1, могу сделать его и 5-5-1-1, мне не жалко золотых голов, лишь бы было все на результат. И самое главное, он не привязан ни к одному типу урона, только контр-урон. Плюс он имеет очень хорошие универсальные бонусы в музее, поэтому будем пробовать. И теперь давайте пройдемся быстренько по самому КВК. По КД мы прошлись, по подготовке мы прошлись, личному королевства и моих планах. Все это я уже озвучил, и остается только играть. Играть и смотреть, что будет. Самая интересная механика на этом КВК это нововведение, а именно вот такие вот какие-то баночки, которые, с помощью которых можно будет лечить войска, о чем говорил нам культ Минамото. Это очень хорошее нововведение. Теперь можно меньше тратить ресурсов, вообще всех ускорений, ресурсов самих. Поэтому это очень хорошее нововведение. Это позволит игрокам, таким как я, фри-то-плей игрокам, которые не имеют 33 ферм, которые не могут копать 24/7, вот так вот хорошо воевать и не тратить свои ресурсы хотя бы до королевской земли, хотя бы отыграть 4-ю зону. Это даст возможность. Немного отойдем от темы видео. Как вы заметили, в этом видео нет тех изменений, о которых я говорил в записи, потому что все изменения я берегу к следующему супер видео. Сейчас видео находится на стадии активного создания и будет не похожим ни на что снятое до. И как было мной озвучено, послужит началом нового пути развития канала. Все изменения уже готовы или ждут момента включения и выхода на экран, поэтому ждите следующий видеоролик, который затронет очень важную и интересную
данную тему. Но мы возвращаемся к нашему обзору КВК и смотрим, что еще нового здесь появилось. А в принципе сам формат КВК для меня новый, приливы войны, как вы можете посмотреть обзор сезона. Я еще не играл на этом формате КВК, был героический гимн, троянская песнь. И вот он, новый формат КВК, приливы войны. Здесь все стандартно, похоже, интуитивно, понятно. Путь величия, индивидуально, коалиция, лагерь, лидеры экспедиции, коалиция, лагерь на втором месте, что очень приятно. Альянс на 7-м, это все пока не интересно смотреть. Самое интересное это завоевательная война, скорее всего. Нет, тут тоже ничего интересного. В принципе, Каруак, все это дело я уже прошел. В принципе, ничего, бастионы выполняются. Вот самое интересное, это сами приливы, о чем вообще идет это КВК. Личные директивы. Здесь я выбрал, соответственно, эффективность. Ну, самый лучший прилив из предложенных. Все остальное ничего не интересует, только вот эффективность, чтобы лучше качать, получается, Академию Кристальную. Директивы Альянса. Здесь наш Альянс выбрал бегом марш, удар молнии, ну, в принципе, все на экономику, форты и так далее. Здесь это не интересно. Как я заметил, до конца 2 дня, то есть я думал, что директивы даются навсегда, на все КВК, они просто у тебя копятся как карточки, и ты ими пользуешься и получаешь от них бонусы до конца КВК. Но как я понял, это всего лишь на время, потом нужно будет выбрать другой директив. Здесь я посмотрел все на копку ресурсов и так далее. Неинтересно, поэтому нужно будет по максимуму пользоваться вот этой директивой. Она очень ценная, очень эффективная. Название говорит само за себя, поэтому за эти 2 дня нужно прям прокачивать свою академию как только возможно. По ивентам. Ничего интересного на перегонки со временем. Это я пройду с мистером Бэдом. Красный это молитва Эсмеральды. Я уже говорил о ней. Но сейчас у меня уже 34 прокрута. И в принципе можно было бы дойти до 10 голов. В принципе это возможно. Осталось еще сколько? 4 дня. За 4 дня в принципе можно будет еще какое-то количество монет получить. Дойти хотя бы до 37. И там до 45 будет уже рукой подать. Можно будет это добить уже гемами. Поэтому пока не покупаю, чтобы не оказалось лишних. Лишние не нужны. Вот когда останется там до конца 9 часов или 1 день, то уже можно будет пройти и посмотреть, сколько нужно взять монет за гемы, чтобы дойти до 10. До 60 доходить не буду, хотя можно, но нет, слишком дорого. Мне еще самоцветы нужны, чтобы закрыть блестяшки хотя бы на... Ну, я хотел, конечно, 27, но, пожалуй, придется 7,7, может там чуть больше. В общем, посмотрим. А на этом данный видеоролик подходит к своему логическому концу. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного из жизни фри-то-плей игрока, его рассуждения и его игра. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео, либо же на стриме.